Всем привет! Это Сия Сибирия. Если мое лицо вам кажется знакомым, значит вы слишком часто балуетесь со своим дружком, оставаясь дома один. Если же нет, то давайте знакомиться. Мое имя вы уже услышали, пора бы рассказать вам, где вы меня могли встретить. Я актриса взрослого кино и по совместительству косплеерша. Горячая косплеерша. Ладно, что будет дальше? А дальше нас ждет умопомрачительный трип с обзорами горячих игр, которые мне удалось откопать в Steam. Это пилотный выпуск, поэтому если вы хотите видеть такого рода видео на этом канале почаще, дайте мне понять в комментариях, написав «Спасибо за детство!». Но я обещаю, что этот ролик поднимет вам не только настроение. Как вы уже поняли, сегодня вас ждет необычный выпуск, поэтому тащите к экрану лосьон и запасайтесь салфетками, потому что с вами Сия Сибирия, канал IGM, и мы начинаем. Честно говоря, до недавнего времени я была уверена, что никакой клубнички в Steam нет и быть не может. Но ведь это вроде как нарушает правила сообщества, и за такие фокусы игру не то что удаляют, она не проходит дальше проверочного этапа. Но, как оказалось, везде есть свои лазейки. И такого рода проектов куча. Пруд-пруди. Найти алмаз среди всего этого непросто, поэтому натыкаться придется на всякое. В любом случае, не знаю, как вы, но я готова нырнуть глубоко. И глубже. И глубже. Ладно. Чтобы концентрация сексуализации всего и вся не превышала норму, я постараюсь себя сдерживать. А то это в ограничение кинет. Или не стоит? Окей, ближе к делу. Как я уже говорила, увидеть откровенную эротику на главной игровой площадке до этого мне не доводилось. Понятное дело, есть всякие сообщества, в которых можно откопать нюд-моды на какой-нибудь Saints Row или Бесконечное лето, но чтобы целенаправленная порно-игра, это для меня что-то новенькое. Иронично. Раз уж разговор прошел про Бесконечное лето с его горячими сценами, то тут же появляется некое правило. Если вы нашли клубничку в Steam, то, скорее всего, это визуальная новелла. Ведь все просто. Жанр для взрослых идеально вписывается в такой формат. Элементы управления хоть и ограничиваются выбором диалоговой строки, да то это добавляет хоть какой-то интерактив с происходящим на экране непотребством. Прошаривая просторы Steam, мне в рекомендациях попалась одна весьма любопытная новелла Fetish Locator под заголовком Week 2. Нетрудно догадаться, что где-то завалялась и первая часть. Week 1, который стоит чуть дешевле, но по анимации слегка уступает сиквелу. Так или иначе, оба проекта пользуются популярностью у публики и имеют очень положительные оценки. Это не могло не заинтриговать, поэтому я тут же решила посмотреть трейлер, и когда увидела его, я просто такая... Настолько проработанные персонажи в плане отрисовки, графики, даже анимация какая-никакая есть. А что за горячие сцены, ракурсы, Иными словами, у меня шишка встала. Oh my. Ладно, у меня ее нет, зато есть у некоторых героинь игры. Поэтому любителям девушек с подвохом тоже найдется занятие. А пока давайте взглянем на парочку моих любимых отзывов об этой новелле. Подкатила к тёлке, думала, жахну ее. Потом поняла, что жахнут походу меня. Рекомендую. Вот еще один. Живешь в реальности? Не дают. Играешь в симулятор кекса? Не дала ни одна. 12 из 10 за реализм. Бедняжка. Не знаю, кто это, но ради твоего спокойствия, так уж и быть, признаюсь. Женщины — это миф. Всего лишь фантомы. Их нет и никогда не было. Ладно, шучу. Давайте все-таки посмотрим, что там с игрой. А игра из себя представляет классическую визуальную новеллу. У нас есть главный герой, чья внешность стоит по умолчанию. Разве что можем дать ему имя. И куча персонажей женского пола, которые в целом и не прочь, чтобы их... того... Серьезно, буквально каждая вторая, если не каждая, при любом удобном случае с радостью прыгнет на вас. Возьмем начало второй недели.
то есть сиквела. Вы только-только просыпаетесь, точнее, герой будет его подружка и говорит, мол, вставай, там твоя сестра уже проснулась, пора завтракать. Правда, у нас есть пара минут, может, я могу сделать что-то для тебя. Понимаете, да? В самом начале нам намекают взять штурмом ее Рейхстаг. Но наш герой говорит, что завтрак для начала было бы неплохо, и уходит в душ. А там его ловит внимание та самая сестра. И абсолютно по-сестрински решает принять с ним душ, передернуть затвор и заодно схватить за бубенцы. Пригрозить, мол, если ты обидишь свою подружку, твоим кокушкам не сдобровать. Вы же тоже обычно так выясняете отношения с братом? В общем, инцест – дело семейное. И едем дальше. Герои садятся за стол, и тут им на телефон приходит уведомление с ежедневным испытанием в приложении под названием Fetish Locator. В чем суть? Изначально у вас игра просит выбрать самому, какие фетиши вам нравятся, отсеивая все остальное. Таким образом, вы потеряете часть контента, зато игра вам будет подсовывать только то, что вам по вкусу. А телефон, точнее фетиш-локатор, выступает в игре как журнал заданий. И чем больше пунктов ты выполнишь, тем выше шанс, что ты попадешь на крутую вечеринку, где будут блядство, разврат, наркотики. Естественно, кроме последнего. Задания самые разнообразные, но так или иначе крутятся вокруг темы кекса. И что самое забавное, поручение приходит почти всем персонажам, поэтому взаимодействовать с ним придется много. Отсюда иногда вырисовываются забавные моменты в духе какой-нибудь подростковой комедии времен 2000-х, типа «Американского пирога». Например, одногруппница Мин вас попросила зайти с ней в кабинку туалета. Зачем? Чтобы написать ей бутылочку. Зачем? Чтобы она беспалевно пила из нее весь день? Зачем? Чтобы выполнить задание, которое ей пришло на фетиш-локатор. Опять же, если вы не любитель водных процедур, то все эти пунктики можно отключить еще в самом начале. Так вот, далее по сюжету наш герой в кафе видится с девушкой по имени Лидия, на которую он имеет виды, и к ним присоединяется та самая Мин. По ходу милой беседы главный герой, включая дурачка, спрашивает у Мин о содержимом бутылки, на что он отвечает, мол, это специальный сок с добавками, очищает организм и все такое. Лидию это очень интересует, и она просит попробовать. Уже тянет руку к бутылочке, но Мин вовремя выхватывает ее и опустошает разом. И только Лидия не в курсе, что их подруга только что выпила мочу. Окей, достаточно на сегодня этой темы. Приведу еще один пример того, насколько спонтанным здесь бывает кекс и насколько плохим иногда бывает сценарий. ГГ заходит в слабо освещенную комнату, в которой его ждет очередная куртизанка по имени Джесси. На этот раз косплеерша. Она одета в стиле ситхи из «Звездных войн». И, не выходя из образа, спрашивает цель его визита, намереваясь атаковать. Но не успевает она замахнуться мечом, как наш главный герой валит ее на пол и достает свой световой меч. Как вы уже могли догадаться, дело пахнет... После мастер-класса под битбоксом они, как ни в чем не бывало, начинают трепаться о своем житейском. Оказывается, Джесси сшила костюм сама для какого-то извращенца, который готов ее купить за несколько тысяч баксов, и лишь с одним условием. Она должна надеть его хотя бы раз. Мы помогаем ей заработать еще больше, сделав несколько фоток в костюме, за который богатенький коллекционер также готов платить. Как я и говорила, взаимодействовать с девочками придется часто. Ситуация игра предоставит множество. В перерывах между извращенными фантазиями разработчика игроку придется побывать на разных локациях. В магазинах, кафешках, в колледже, в суде и даже поучаствовать в драке и избить парня анальными шариками. GTA San Andreas и Saints Row с их дилдаками нервно курят в сторонке. То же самое касается игровых ситуаций. Девушек достаточно много, и различаются они не только внешне, но и по характеру. С одной тебе достаточно просто ничего не делать, она все сделает за тебя. С другой придется попотеть и выбирать нужные варианты ответа. А с третьей получится так. Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок. Первая будет твоей рабыней. Для второй ты будешь fucking slave. А третья вообще любит наряжаться в лошадку.
Палитра разврата во всей своей красе. С сюжетом и геймплеем все ясно. Типичная визуальная новелла, что по технической реализации. Графика здесь, хоть и звезд с неба не хватает, но для своего жанра это очень и очень хорошо. Персонажи прорисованы отлично. Иногда, конечно, выскакивают странные лица, вызывающие эффект зловещей долины, но, как говорится, пакет на голову и вперед. В остальных случаях грех жаловаться. Мало того, что девочки здесь почти все красотки, так они еще и смоделированы детально. Черты лица, глазки, губы, талия. Все настолько красиво выглядит, что хочется потрогать. А когда дело доходит до кекса, анимации здесь хоть и не супер длинные и разнообразные, хотя их тут на минуточку около 700, но вкупе с хорошей графикой вытворяет такое, что у меня даже мурашки по телу. Ладно, анимация, графика, физика, освещение. Это все лишь усилит эффект присутствия и точно заставит вашего друга проснуться. Вставай, салам алейкум. Что касается музыки в игре, она как бы есть, но чисто на фоне. Целого музыкального альбома в духе бесконечного лета ждать не стоит. Разного рода звуки также на месте. Даже есть частичная озвучка персонажей, типа возгласов, аханья, оханья, но не более. Итак, каков вердикт? С одной стороны, если вы хотите пощекотать себе нервишки и 21 палец, то добро пожаловать. Фетиш-локатор, в принципе, сможет справиться с этой задачей. Много девушек, много безумных фантазий и разных ситуаций. И что не менее важно, выглядит все довольно красиво и радует глаз. С другой стороны, сценарий игры местами уж сильно хромает, а читать вам придется ох как много. Видно, конечно, что текст построен в первую очередь так, чтобы с наиболее высокой вероятностью диалог привел к кексу. Ругать, конечно, игру за такое странно, но, камон, это же визуальная новелла. Но если бы я хотела просто посмотреть на клубничку, то лучше бы я зашла на свой канал. В общем, игра получает 3 лысых из Brothers из 5, как новелла, и 4 из 5, как игра для семейного времяпрепровождения. В целом нормально, но могло бы быть и лучше. А прежде чем мы кончим, я хотела бы, чтобы вы задали мне интересующие вас вопросы в комментариях. На самые интересные отвечу в следующем выпуске. На сегодня это все. С вами была Асия Сибирия. Ролик смонтировал Денис Захарьев. А все это безобразие написал Хамроз Довлатов. Подписывайтесь на мои соцсети, на мой Telegram, Twitch. Они будут указаны в описании. Ну и, конечно, подписывайтесь на этот канал, шевелите колокольчик и не забывайте присоединяться в ТикТоке, на Твиче, в Дискорде и ВК. И, конечно, ставьте лайки. Увидимся на IGM.